Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу показать, как сделать вот такой бант, макушку на елку. Также можно сделать как подарочный вариант. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы я буду использовать вот такую широкую ленту, 10 сантиметров, односторонняя. И она у меня достаточно такая плотная, как будто накрахмаленная. И мне понадобятся отрезки 10 на 40 сантиметров. Также мне понадобится отрезок фетра, диаметр 11 сантиметров. Я долго придумывала, как сложить ленту, чтобы она стояла у меня пышно и красиво. Сначала я свернула вот так. И здесь все это складывала, но вот когда я приклеиваю, бантик получается вот такой приплюснутый. Поэтому я придумала вариант. Беру ленту, сгибаю ее вот так на две части и вот так буду здесь подклеивать. И вот вы видите, лента будет стоять и никуда она, даже если ее приплюснуть, она обратно возвращается и бантик будет пышный. Я буду работать с горячим ножом, но покажу вам два варианта: и с ножом, и с зажигалкой. Как я уже показывала, беру ленту, сгибаю ее пополам, совмещаю края и вот так вот складываю, чтобы здесь у меня были одинаковые края. Перехватываю пинцетом вот так. И на машинке вот это лишнее подрезаю и одновременно закрепляю. И вот что у меня получается. Как делать лепестки, если у вас нет горячего ножа? Также складываем, совмещаем все один на другой. Перехватываем пинцетом. Так, все края. Лишнее подрезаем. И зажигалкой все закрепляем. И у нас получается такой же лепесток. И делаю все лепестки. Берем наш фетр и отмечаем себе линию, где мы будем приклеивать, чтобы мы не смещались. Я примерно чуть больше сантиметра. И также делим на 4 части. Вот что у меня получилось. Вот я сделала более жирные линии и также разделила вот еще, чтобы не сбиться, и ровненько все приклеить. И сейчас объясню, как мы будем приклеивать. Вот первое у нас идет, совмещаем посередине, и следующее у нас будет вот здесь. Но между ними нам надо приклеить еще две. Если мы будем делать вот таким образом, то у нас получится один выше, другой ниже. Видите, некрасиво все это лежит. Поэтому подклеиваем первый, второй, третий. И вот четвертый у нас должен быть вот здесь посередине. Поэтому прежде чем приступить к работе, сначала вот так прикидываем, чтобы мы на глаз видели, как у нас все ложится. Следующий вот здесь нам еще два надо будет приклеить. И следующий будет ровно вот здесь. Между ними еще два. И начинаю подклеивать. Для удобства я буду наносить именно на лепестки. Затем я уже посмотрю, вот сколько здесь мне надо подклеить. Накладываю следующий. Как я уже говорила, заранее присматриваемся. На каком расстоянии примерно у нас все будет подклеено. В первом ряду у нас получится подклеено 12 лепестков. Вот я совмещаю следующую линию. И вот они у меня ровно лежат. Беру следующий. Еще два. Вот здесь у нас следующий будет. И продолжаю работу. В процессе работы вы поймете, как все это тут лежит.
Извините. Следующий. И вот здесь посередине я его совмещаю. Вот здесь у меня линия. И продолжаю работу. Я подклеила 11 лепестков и 12 вот я первый немножко отклею и вот сюда его помещу, чтобы у меня все красиво лежало. Также наношу клей и вот подсовываю его вот сюда. И затем вот этот первый лепесток подклею на первый, на последний. И вот что у меня получилось. Вот что у меня получилось. На первый ряд у меня ушло 12 лепестков. Следующий ряд у меня будет 8 или 9 или 10. У кого сколько влезет. И немного со смещением в центр начинаю подклеивать. Наношу на лепесток. И вот в таком шахматном порядке стараюсь. Подклеиваю лепестки. Так, вот здесь у меня немножко отклеилось. Сейчас в процессе работы такое происходит. И подклеиваю все остальные. Располагаю, чтобы лепестки красиво смотрели. Если где надо, что-то подклеиваем. И вот вы видите, у нас получается уже такой красивый пышный бант. И продолжаю работу. Так, что-то где-то подклеиваем, потому что я все делала на горячем ноже, отдельно ничего там не клеила. Поэтому в процессе работы что-то где-то подклеиваю. Беру следующий лепесток. И вот у нас получается вот такой пышный, красивый бант. Следующий лепесток. Так, если надо, снова подклеиваем где-то что-то, чтобы у нас все держалось. И продолжаем работу. Вот что у меня получается. Пыталась камеру как можно выше поднять, но не получается. И теперь я снизу решила еще подклеить лепестков. И чтобы мне удобно было подклеивать, я подсовываю вот под низ. Сейчас я это сделаю и сниму камеру, покажу вам сверху. И вот укладываю на подсвечник. И здесь у меня получается ровная сторона. Мне удобно будет подклеивать. И с небольшим смещением здесь, вот примерно на 1 сантиметр, буду в шахматном порядке также все подклеивать. Вот мой бантик сверху. И одеваю я его на подсвечник. Вот таким образом. И сейчас буду подклеивать в шахматном порядке лепестки под низ. И так как у меня лепестки не подклеены внутри, я их немножко подклею, чтобы было более все стабильно. В шахматном порядке вот подклеиваю. Беру следующий лепесток, подклею его. Мне немножко неудобно на камеру, но я стараюсь, чтобы вам было все понятно. Следующий лепесток. Также его подклеиваю. Можно изначально клеем воспользоваться. И продолжаю работу. Теперь еще раз проходим клеем, смотрим, все ли у нас подклеено, чтобы все у нас держалось.
И сюда я приклею отрезок фетра диаметром поменьше. Нижняя часть у меня готова. Снимаю. Также оставляю на подсвечнике. И вот вы видите, получается вот такой красивый пышный бант. И сейчас я буду заполнять серединку. Первый ряд у нас получилось 12, 8 и низ мы подклеили 12 штук. Теперь я взяла отрезки 4 на 36, 5 штук. И сделаю такие же лепестки. Только они у меня будут для серединки. Мне нужны они покороче, чтобы бант у нас не слишком торчал вверх. Складываю таким же образом. И лишнее обрезаю. И делаю таких 5 лепестков. Я подготовила 5 лепестков. Вот зрительно я себе нарисовала серединку. И сейчас 5 лепестков буду сюда подклеивать. Немного закрепила их клеем, так как я работала с машинкой, поэтому они в середине не подклеены. Вот здесь я подклеила их. Где надо, еще подклеиваем, чтобы у нас все держалось между собой. И эти 5 лепестков располагаем в середине. Надеюсь, вам видно. Камеру постаралась поднять уже как можно выше. Здесь еще подклею. И вот так. И продолжаю работу. Вот у меня уже пышная макушка. И я взяла еще 3 лепестка и просто склею их между собой. И теперь скручу их вместе. Вот таким образом. И это у меня будет середина. Вот что получается. Вот что у меня получилось. И теперь я немного подрежу хвостик. Я это сделаю на машинке. Несколько раз примерила. И сейчас все соединю. Машинка и подрезает, и сразу все соединяет. Вот немножко так еще подклею. И теперь вот эту серединку я подклею на макушку. И я прямо наношу много-много клея сюда. И подклеиваю в середину. И даю закрепиться. Вот такой шикарный бант макушка у меня получился. Я специально одела на подсвечник, чтобы все было видно. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока. Вот такой пышный бант макушка у меня получился на подсвечнике, чтобы была имитация елки. Очень красивый. Сегодня урок будет на YouTube канале.